34 тысячи лет назад хахай жили... Множество хахай. Множество хахай. Жили в Якутии. Было тепло. Были пальмы, папоротники, динозавры бегали. И жил носорожек Саша. А сделай так, что как будто он тебя лапками трогает. Он мертвый. Щука 150, омуль 350. Ну все. И также можно купить и после на всю зиму оставить, она будет храниться. Да, конечно, на балконе. Так, вот здесь можно что? Что здесь можно купить? Можно купить себе симпатичное украшение на стол за 300 тысяч рублей из мамонтовой кости, либо панно из конского волоса, белый, его прямо плетут. Мы же лошадей не только кушаем, но мы их и используем для украшения своих жилищ. Из мамонтов, да? Мамонтовая, моржовая кость, рога оленя, все подряд. Вот это, например, ножи, они сделаны из березовых наростов. Есть такие наросты на березе? 31 тысячу стоит вот такой вот коврик. Пойдем быстрее, у меня ноги уже плохо шевелятся. Не хочешь бриллиантов прикупить? Что я с ними делать буду? Да? Не знаю, любоваться. Зубы вставишь? О, оставляют бриллианты в зубы? Конечно. Какой же якут без бриллиантов в зубах? Смотри, центр якутской кухни и знаменитая якутская пицца. Так, Егор наконец-таки привел нас в ресторан, сжалился. Проблема Егора, что он жуткий якутский националист. Он целый день хочет меня замучить, таскает, хотел в реке утопить, где говорит, у нас на лед обычно сейчас никто не выходит, но мы с тобой пойдем. Да, у нас тут прекрасные девушки. Марика. При этом, я сейчас расскажу короткую историю. Егор мне говорит, Марика, правильно. Я говорю, да нет, Марика. Он говорит, по идее, моряка. Моряка. Ты начальник? Да, нет, я не начальник большой, я всего лишь руководитель одного небольшого проекта. Городской портал One Click Якутск. Вот. Ну, и мы выпускаем такие еще книжки, которые мы сейчас будем дарить. Здорово. Лена. Лена, а ты? Я журналист ЮСИКТ. Лена самая суровая. Ресторан, мы сейчас будем пробовать якутскую кухню, да? Немного расскажу вам о якутской кухне. Да. Якутская кухня заключается в том, что очень свежие продукты. В основном подается в сыром виде. Это у нас рыба подлетная, чир, омуль, небольшого размера, примерно 60 сантиметров, может быть и более. Смотрите, да, нам нужно чего-нибудь всего понемножку. Можно в сыром виде попробовать жеребятину. Символ лошади, и Якутия находится в зоне грудной клетки лошади, и имеет форму сердца. Поэтому это сердце России. Не жопа мира. Нет, жопа немножко ближе к Москве. Что у тебя? Это шаманская татуировка, перья птицы символизируют защиту, потому что у меня был дедушка шаманом. Настоящий? Да, он был лекарем, очень известный у себя на селе, и он лечил людей и выпрямлял кости. Вот, и поэтому я сделала такую татуировку, чтобы у меня черные духи не беспокоили. А можешь показать? Еще на пальце есть. На пальце это якутские узоры, 5 символов жизни. То есть ты назовешь 5 символов, без которых невозможно жить? Символов? Да. Вода. Вода, раз. Мясо. Ну, без мяса тоже можно прожить. Хорошо, ну воздух. Воздух, два. Давай помогу. Вода, воздух, огонь, земля. И Путин. Ну, Путина у меня там нет. И любовь. Вот. Вот так вот. Так, у вас забивают жеребят. Да. Зачем? Просто... Мы, в общем, короче, якуты, мы не едим взрослых лошадей, а только именно жеребят. И вот сейчас вот здесь лежит печень жеребенка. И очень... Сырая. Сырая, да. Здесь очень много Сырая печень жеребенка. да, витаминов, всего такого. Из гуманных целей, потому что у нас лошадь уникальна. Она бродит, короче, себе в минус 50 и копытами бедненькая, короче, добывает вот этот себе корм сама на пропитание. И вот этот падеж очень большой среди именно маленьких
детенышей, потому что они просто эту зиму не переживают, и они сами себя объедают, если их много. И поэтому вот именно к началу зимы у нас происходит вот этот сезонный забой. Ну, у меня немножко другой вариант есть. Слушай, это тупо вкусно. Почему? Это очень Нет, ну это и вкусно, но это еще и гуманно. У жеребятины нет костей, а только хрящи. Вот можно увидеть, что это маленькие косточки. У меня на ютубе главный антивеганский канал, и ты сейчас просто, я уверен, покажи еще раз. Мы берем, это сырая жеребятина. Это ребенок лошади до 7 месяцев, которые забили Перед зимой. перед зимовкой. Это всегда делается в октябре Ты и ешь, потому что ноябре. это вкусно. Я ем, потому что это полезно, во-первых. Во-вторых, якут не сможет выжить в суровой зиме в минус 52, когда не будет есть сырое мясо. Сложное якутское детство, когда ты видишь пони, он такой милый, но ты думаешь, наверное, это вкусно, наверное. Сколько стоит одеться якуту, правильно говорить, на Путянина, наверное. якуту? Шапка от 15 тысяч, шуба начинается, там, если это норка, то около 100, от 100, можно так сказать. Пуховик в Колумбии можно приобрести 25 тысяч. Унты у нас, это такая традиционная обувь, это из оленей, да, вот такие мохнатые сапожки, можно так сказать. Отличные унты! Бери, не пожалеешь! Они начинаются от 25 тысяч рублей. Ну и вот, подсчитывайте. 250 тысяч, грубо говоря, чтобы одеть себя на зиму в Якутске. 250 тысяч Да. нужно подеться на зиму Да, в Якутске. это минимум. То в среднем, наверное, ну, минимум где-то 50 тысяч, 50-70. нужно 50-70 тысяч человеку, чтобы утеплиться именно на зиму. Потому что никакие там супер какие-то там лютые сапожки или какие-то там, которые проверены там холодом, они здесь в нашей зиме, они точно не спасут. Здесь нужны настоящие якутские унты. Сыктывкар очень красивый город. Вот это знаешь, что такое? Ну, это свая. Это свай. Ну, потому что вечная мерзлота, и чтобы дом не промерзал, его Многие строят, гости ставят спрашивают, на почему. сваях. То есть зимой ты машину не глушишь? Я не глушу машину, а если я заглушу, то все кирдык в моей машине. И делаю только не так я одна, а все. Из-за этого здесь у каждой машины должен быть свой теплый домик. У тебя есть гараж? Или Наташа. В каждой машине должна быть своя Наташа. Гараж стоит, аренда теплого гаража стоит от 15 тысяч рублей. Как ты здесь ориентируешься? Здесь же нет ни разметки, ничего. Это все дорога. Это рынок уже? Да, это рынок. Вот рынок. Вот это уже. Вот смотри, видишь мясо. Да. Вот это. Сейчас мы туда, наверное, Давай, заедем. паркуйся, пошли смотреть. Так, куда мы пришли? Приехали на крестьянский рынок. Это самый главный рынок города Якутска. Здесь у нас местная продукция. Ну, все, как бы, можно сказать, такой продовольственный рынок. Но здесь можно и купить, и начиная от одежды. Блин, какие они клевые. Это щука. Щуку мы только на пирог ее используем в основном. Ее наши рыбаки любят как бы половить, но вот хозяйки любят для пирога. Ну, может быть, да. У нее телефон под шапкой. Кстати, многие так делают. Ноги руки замерзли. Караси у вас откуда? Кобяйские, конечно, у нас кобяйские караси, потому что у нас есть Кобяйский район. Дайте мне самый большой карась, пожалуйста. Где? Вот они, видишь? Посмотри. Это карась. Вот, смотри, щуки. Щуки сразу уровень. Почему тебе нравится так щука? Девушка, покажите, пожалуйста. Есть самая огромная, наверное? Прилавка самая большая рыба. Из вас. Рыба? Да. Потрясающе. У вас вообще самый красивый прилавок. Огромный. Ой, вам тяжело будет. Подождите. Спасибо большое. Это сколько килограмм она весит? Ой, не знаю. Возьми ее в руки. Килограмм. Моя хорошая. Вот так вот. Дайте я пройду. Ну, не моя. Сюда, вот, прямо вот так. Можно сфотографировать вот с этим чудом? Нет, вот я включал просто так, он был чуть понять. Еще вот так вот проехаться надо. Куда ее убрать? А можно еще вот так вот проехаться и посмотреть в камеру ужасную пасть. И сам такой сделать. Поближе надо зубы. Мне кажется, вот здесь вот нормально очень. Спасибо, очень здорово.
Скажите, а вам не холодно вот в такой экипировке? Нет, У вас конечно, мертвая еще. шапка. Я знаю, что это, ну как бы, индустрия спецодежды. Ну да. Да. Сколько стоит ваша спецодежда, чтобы прожить дни на крестьянском рынке, продавая рыбу? Сколько стоит? А вы в минус 50 тоже стоите здесь? Да. Кошмар какой. Даже, может быть, минус 56. Я вот сейчас не могу уже стоять. Ноги замерзли. Нет, если вас так же одеть, то вы тоже простоите. Обувки какие? Я умру. Осенние. 40 последнего? А точно? Если быть точно? Подожди, а что тут написано? Ой-ого, это ребрышки. Это самый такой деликатес считается. Вот, видишь, ой-ого, это такая самая вкусная такая. А, перчик, это вот замороженный. Почему такое название? Но у нас в народе, короче, называется не перчик, а еще замороженные мартышки. Почему они мартышки, никто этого понять не может, но со времен бабушки и прабабушки вот это называлось мартышками всегда. Мартышки и мартышки, все. Ну, это стейк из жеребенка, да? Это говядина. Это уже говядина. А, это уже говядина. Она отличается. Говядина такая. А вот это вот жеребятина, да? Говядина. Она, видишь, немножко темнее. Вот жеребятин написано. Класс. Гуси и зайцы. Не, только зайцы. Хотите и лосны? Давайте, зайцы. А сделай так, что как будто он тебя лапками трогает. Он мертвый. Нос. Из носа. Слушай, это жестокое, да? Вот в Москве нет в Москве Это девушек человек, таких. который Ты, если бы московская девушка здесь была, она упала бы в обморок. Вот здесь, перед этими зайцами. И ребята бы ее сейчас заморозили и продавали бы так. Вот ты бы здесь сейчас лежала, как эти зайцы, вот такая вот. И тебя бы так вот у тебя бы так за ноги поднимали и сказали, смотрите, какая чувствительная была. Не надо издеваться над трупом зайца. Это очень крутой дуэт. Зайчик и сом. Слушай, очень круто. Что тебе больше всего понравилось? Не, вот на рынок надо сразу ехать. Надо в Якутске сразу ехать на рынок. Заяц, рыба мороженое. Мне сразу хочется все купить, но я не понятно, где это говорю. Если бы у меня сейчас в гостинице была терраса с грилем, я бы сейчас купил бы вот эту вот жеребятину, купил бы зайца, купил бы рыбу, и сейчас бы все на гриле бы пожарил. И выглядит невероятно все вкусно. Я такой красоты вообще нигде не видел. Посмотрев все самое интересное здесь, мы едем... куда мы едем? Теплицу Саюри. В Теплицу. Едем в Теплицы, где в Якутске выращивают помидоры. Простите, а тебя как зовут? Женя. Женя. Значит, у нас появился Женя. Женя алкоголик, поэтому он все время ходит под звон бутылок. И как только машина на 5 минут останавливается, он всем сразу наливает. В Якутске без этого люди не выживают. Сложно выжить, поэтому у нас есть весь ассортимент. Якутская подледка, водка, есть бальзам Эрчим. И есть еще один бальзамчик на основе клюквы. Кстати, тоже якутский, все якутские. Как на Украине рагули, как у нас в Москве быдло, в Якутске, в Якутии. А в Якутии называют мамбетами. Мамбеты. Вот Женя, типичный представитель. Самый яркий. Я Мы нашли самого председатель общины мамбетов. прогрессивного мамбета. Ты без бутылки водки просто не садишься в машину. Я не выхожу из дома без нее. Значит, смотрите, здесь нету ковров, но есть плитка, поэтому... Скользко. Да. Жень, ты можешь упасть так для... Ну, чтобы показать, что здесь скользко. Мне так хочется его помыть прям, я не могу. То есть это настоящие, знаменитые на весь мир якутские огурцы. Жестко пахнет огурцами. Господи, что происходит, скажи мне? Короче, Молодчик, вы здесь что делаете? Огурцы? Огурцов. огурцы растут здесь. А сколько вы здесь огурцов вообще выращиваете в такой теплице? 1800. 130 килограмм 1800 штук. Сутки? И получаем 130 килограмм в сутки. 130 килограмм огурцов в сутки. Да. А куда вы деваете сбыт? Сбыт у нас идет в детские сады, в магазины. Да, в большие супермаркеты. И по всему городу детские сады? Ну, практически во определенных? все. Практически Во во все, все, да. А куда мы приехали?
Добрый день, друзья. Мы приехали на 17-й квартал. Это якутское гетто, как многие думают, но на самом деле здесь нормально. Нормально. Ходят люди, видите, даже с детьми. Не Даже с боятся. детьми. Вам надо было просто приезжать лет 7 назад, 5 назад, то, может быть, мы вам смогли бы показать дичь. А сейчас просто Женины друзья сделают там Да, инсценировку. да. Если вы Такие попали на подсадные 17-й квартал, просто подсадные говорите, что утки. знаете Женю. И все, и вас будут бить в 2 раза меньше. Мы на 17-м квартале. Прошло 2 минуты, с нами ничего не случилось. Сейчас мы покажем вам современную детскую площадку. Не, на самом деле Видите, реально здесь даже клевая. турникет. Да, Не, она она классная? клёвая. Вообще такая свежая. Да. Не, она очень классная, да. Это потрясающая детская площадка. С виду может быть неказисто, но внутри многие люди делают клевый ремонт. И я сам лично был у своих товарищей в гостях. И кажется, деревянный дом, а внутри коттедж. Домики, все хорошо, на века. На самом деле не на века, а сейчас у нас ведется активно программа переселения из ветхого жилья, но это еще не ветхое. Здесь выгодно покупать. Да, то есть если ты живешь вот в этом доме, который в принципе приличный, то сейчас очень много строек ведется. Сейчас Вводятся в застройщик эксплуатацию покупает, и потом новые дают дома, и тебя могут спокойно переселить, в принципе, из этого дома в новую квартиру. Ну вот смотри, раньше, короче, вот этого всего не было, вот этого района, вот этого не было. И вот все сплошные вот такие были деревяшки. Где самая жесть? Вот она, мы приехали сюда, вот самый. Здрасте еще раз. Это кто у вас? Это носорожек Саша. Это, Почему Саша? ну так, имена дают все равно вот находкам, да. Есть, например, в Санкт-Петербурге Мамонтенок Дима. Илюши, да. кстати, не было еще. Женя есть. Может быть, Илюша будет. Это настоящий носорог, это настоящий его шерсть. Да, это настоящий носорог. И вот этому носорожку абсолютный возраст 34 тысячи лет. Носорог Саша 34 тысячи лет назад гулял по Якутии, и его сожрали львы. И в якутском языке есть слово хахай, что означает лев. Хахаль. Хахай? 34 тысячи лет назад хахай жили... Множество хахай. Множество хахай жили в Якутии. Было тепло, были пальмы, папоротники, динозавры бегали. И жил носорожек Саша. Ему было 7 месяцев всего, у него была больная коленка. И львы 34 тысячи лет назад его сожрали. Для чего? Для того, чтобы его отправили в Москву на потеху публики. Сделали муляж. Вот смотрите, видите, здесь такой муляж. А с другая половина Саши, она мохнатая, с копытами и совсем. Это оригинально, только шампунем помыли его, чтобы он был такой мохнатенький и пушистый, расчесали. И вот с этой стороны Саша, можно сказать, в первозданном виде. Саша. Подожди, а львы тогда как? Здесь львы бегали по Якутии? Бегали, Они были такие мохнатые они львы? тоже были мохнатые, потому что сейчас, на данное время, здесь живет и рысь, например, да, рысь. Мохнатая. Он же кошачий Такой. тоже. Ну, вот. То есть были особые львы? Львы, якутские. да, были, да. Значит, Женя наконец-таки готов показать самый опасный район Якутска. Опасный район, ребята. Пожалуйста, спортивный комплекс «Триумф». Здесь тренируются все борцы. И если вы хотите ночью встретить борцов, с ними состязаться, пожалуйста, Студгородок. Вот оно. Здесь живут все студенты из Северо-Восточного федерального университета. Не все из них борцы, кстати. Я закончил этот университет, я филолог. Вот. Ну, вот он. По сути, один из самых опасных районов города. Это корпус факультетов естественных наук. Там дальше главный учебный корпус. Пошли спросим. Кто спросит? Спросим, боятся ли люди здесь ходить. А здесь что? Это республиканский лицей. Лицей. Да. А вы живете в Студгородке? Скажите, вот вам сейчас в пятницу вечером страшно здесь ходить в Студгородке?
Нет. Я просто объясню, в чем проблема, что это Женя, и он сказал, что он сейчас покажет самый опасный район в Да, мы Якутске. были до этого на 17-м квартале, и как бы все нормально. И мы подумали, почему бы не Студгородок? Ну почему Студгородок? Тут же студенты, в принципе. Студенты нормальные, на позитиве все, да? Да, ну то есть вы как объективно относитесь? Ну здесь опасно ходить? Здесь не опасно. Не опасно. Да. Тот же 17-й квартал, он, я думаю, более опаснее. Как еще раз зовут повара? Алмаз. Это прямо настоящее имя? Да. Невероятно. А скажите мне, пожалуйста, Алмаз это якутское имя? Конечно, якутская. Да. Почему вы Расскажите мне, почему вы спину разрезаете первым? Ну, потому что вот сейчас вы видите, как для чего это я вот сделал вот надрезы, а потом вот плавники. Для чего? Плавники сверху, плавники снизу, и потом, чтобы пласт сразу снялся весь. Самая жирная часть это у нас брюхо. Ну и по правилам брюхо у нас дают тайоном главе семейства. Особое внимание уделяется у нас якутскому ножу, то есть, опять же, строгать нужно якутским ножом. У него есть кровяной долг. Томас, покажи. Алмаз, покажи, пожалуйста, нож. Покажи кровяной. Вот Из кровяной этого долг. вообще просто трогать нельзя рыбу. Самая крутая строганина это когда идет розочка, то есть идет вот так вот, типа восьмерочка. Вот. Вот. Это просто мастер. high level. Я Дима Раскопов, и я владелец лучшего бара в городе. Ну не стесняйся, ты никогда не продашь так свой бар. Что? Давай. Он стесняется. На самом деле, это самый крутой бар, потому что когда я написал, где пойти побухать, мне человек 10 ответили, надо ехать в амбар. Правильно, да? Потому что больше негде. Да. Весь ремонт делали сами. На ремонт у нас ушло 3 суток, и примерно 10 тысяч рублей. Часть досок нам досталась бесплатно, часть мы сделали там. Вот этого, например, разобрали старый сарай. Эти рога нам подарили, эти ветки мы нарезали бесплатно. Стойку сделали из старых палет. Если зайти, там палеты как каркас, мы просто решили. Работаем с марта, и вот так всегда. Не, ну что, полный зал, что? Да. Отлично.